Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. Сегодня у нас одна из самых интересных и интригующих тем для знака зодиака Лев. Львы, вы когда-нибудь задумывались, что скрывается за вашей огненной энергией? Ваш знак – это символ власти, лидерства и силы, но как и любой другой знак зодиака, Лев сталкивается со своими внутренними страхами. В отличие от других, львы чаще всего пытаются скрыть свои страхи за фасадом уверенности. Вы привыкли быть в центре внимания, сиять как солнце, но что происходит, когда ваши страхи пробираются глубже, влияя на ваши решения, отношения и даже ваши карьерные успехи? Сегодняшний выпуск на канале Астрология Мудрости поможет вам не просто выявить эти страхи, но и преодолеть их с помощью астрологических знаний, которые откроют вам доступ к еще большему потенциалу. Львы могут быть непобедимыми, если знают, как справляться со своими внутренними демонами. Лев – знак силы, харизмы и внутреннего огня. Он правит с уверенностью, излучая мощь и внутреннюю стабильность. Но даже самые великие лидеры сталкиваются с собственными страхами. Страхи львов часто скрыты от посторонних глаз, ведь лев не любит показывать слабость. Однако важно понимать, что страхи не делают вас слабее, они всего лишь подсказывают, где вам нужно расти. В этом видео мы рассмотрим 24 главных страха львов и методы их преодоления. Мы покажем, как использовать астрологию, движение планет, нумерологию и кармические законы, чтобы осознать и побороть свои глубинные страхи. Первый страх льва – страх быть незамеченным. Львы жаждут признания и боятся, что их вклад в отношения, работу или жизнь в целом останется незамеченным. Львы стремятся быть в центре внимания и ощущать свою значимость. Но что происходит, когда этого внимания нет? Лев начинает сомневаться в собственной ценности. Чтобы преодолеть этот страх, важно понять, ваша ценность не зависит от внешних оценок. Это как звезда, которая светит независимо от того, смотрят ли на нее люди или нет. Астрологический совет: начните искать подтверждение своей значимости внутри себя. Аффирмации, которые нужно использовать для этого: моя ценность не зависит от мнения других, я светоч, независимо от того, кто это видит. Второй страх – страх поражения. Львы – прирожденные лидеры, и для них мысль о том, что они могут потерпеть неудачу, кажется разрушительной. Страх провала может парализовать льва и мешать ему идти к новым вершинам. Чтобы преодолеть этот страх, нужно осознать, что неудача – это важная часть любого успеха. Лев должен принять, что даже падение может привести к большему взлету. Кармический урок: каждый провал – это возможность для духовного роста. Аффирмации, которые нужно использовать для этого: я расту через свои неудачи, поражение – это временно, а моя сила вечна. Третий страх – страх одиночества. Львы обожают быть в компании, окруженные людьми, которые ими восхищаются. Но за этой социальной активностью часто скрывается страх остаться одному. Лев может бояться, что без постоянного внимания и окружения он потеряет свою силу. Этот страх можно преодолеть, развивая уверенность в том, что даже в одиночестве лев остается сильным. Астрологический совет: начните медитировать и проводить время наедине с собой. Аффирмации, которые нужно использовать для этого: я нахожу радость в одиночестве, моя сила не зависит от присутствия других. Четвертый страх – страх потерять контроль. Лев всегда хочет держать все под контролем, будь то отношения, работа или личные проекты. Потеря контроля может вызвать у льва панику. Но важно понимать, что абсолютный контроль – это иллюзия. Кармический урок: научитесь доверять процессу жизни и отпускайте то, что не поддается контролю. Планеты учат нас, что жизнь полна циклов, и каждый момент приносит новые возможности. Аффирмации, которые нужно использовать для этого: я доверяю жизни, все идет так, как должно быть. Пятый страх – страх критики. Львы ценят одобрение, и любая критика воспринимается как угроза их гордости. Чтобы справиться с этим страхом, львы должны научиться воспринимать критику как инструмент для роста. Кармическое правило: критика – это подарок, который помогает нам стать лучше. Совет: постарайтесь видеть в критике возможность для самосовершенствования, а не угрозу. Аффирмации, которые нужно использовать для этого: критика помогает мне расти, я открыт к мнениям других и учусь на них. Шестой страх
Страх быть отвергнутым. Львы боятся отказа, особенно в личных отношениях. Вся их харизма и сила могут рушиться перед перспективой того, что их отвергнут. Однако отказ – это не конец, а возможность для лучшего пути. Астрология учит нас, что отказ – это открытие двери к новым возможностям. Аффирмации, которые нужно использовать для этого. Каждое «нет» ведет меня к лучшему «да», я открыт к новым возможностям, даже если сталкиваюсь с отказом. 7. Страх. Страх изменений. Львы склонны держаться за стабильность и могут испытывать страх перед переменами, особенно если они кажутся неожиданными. Однако планеты всегда находятся в движении, и изменения – это естественная часть нашей жизни. Приняв перемены, Лев сможет направить свою энергию на позитивные трансформации. Кармический урок – изменения – это возможность для роста. Аффирмации, которые нужно использовать для этого. Я принимаю изменения с уверенностью. Каждое изменение приносит в мою жизнь новые возможности. 8. Страх. Страх потерять статус. Львы ценят свое положение в обществе, и потеря уважения или высокого положения может стать для них настоящей трагедией. Чтобы преодолеть этот страх, важно осознать, что истинный статус не в том, как вас видят другие, а в том, как вы ощущаете себя внутри. Кармический урок. Внутренняя уверенность важнее внешних символов успеха. Аффирмации, которые нужно использовать для этого. Моя ценность не зависит от общественного статуса. Я уверен в своей силе, независимо от того, как меня видят другие. 9. Страх. Страх быть слабым. Львы гордятся своей силой, но за этой гордостью может скрываться страх проявить слабость. Им сложно признать, что они могут испытывать моменты уязвимости. Астрология учит нас, что признание своей уязвимости – это не слабость, а сила. Кармический урок – принять свою уязвимость и превратить ее в источник силы. Аффирмации, которые нужно использовать для этого. Я принимаю свою уязвимость как часть своей силы, моя слабость – это источник моего роста. 10. Страх. Страх быть непонятым. Львы часто ощущают, что их истинные намерения и эмоции остаются непонятыми окружающими. Им сложно выразить свои глубокие чувства, боясь, что их не воспримут всерьез. Чтобы преодолеть этот страх, важно научиться ясному и открытому общению. Аффирмации, которые нужно использовать для этого. Я ясно выражаю свои мысли, меня понимают, когда я говорю от всего сердца. 11. Страх. Страх потерять близких. Львы очень привязаны к своим родным и близким. Потеря любимого человека, будь то физическая или эмоциональная, может вызвать у льва сильное беспокойство. Этот страх часто связан с боязнью того, что он больше не сможет заботиться о тех, кого любит. Чтобы преодолеть этот страх, лев должен научиться отпускать и доверять Вселенной. Кармический урок. Все приходит и уходит в свое время, и никакая потеря не является окончательной. Аффирмации, которые нужно использовать для этого. Я отпускаю страх потерять, доверяя естественному ходу жизни. Мои близкие всегда остаются со мной на духовном уровне. 12. Страх. Страх отсутствия признания. Львы стремятся к признанию, и когда их успехи остаются незамеченными, это может приводить к сильному разочарованию. Им важно слышать слова поддержки и благодарности от окружающих. Астрологический совет. Лев должен научиться находить признание внутри себя, а не ждать его от других. Аффирмации, которые нужно использовать для этого. Я признаю свою ценность, независимо от внешних оценок. Мое признание начинается с меня самого. 13. Страх. Страх потери финансовой стабильности. Львы хотят, чтобы их жизнь была роскошной и полной комфорта, но этот комфорт напрямую зависит от финансовой стабильности. Мысль о возможных финансовых трудностях пугает льва. Астрология учит нас, что истинное богатство начинается с внутреннего изобилия, а не только материального. Кармический совет. Концентрируйтесь на создании внутреннего благосостояния, которое неизбежно приведет к внешнему успеху. Аффирмации, которые нужно использовать для этого. Я живу в мире изобилия, моя финансовая стабильность растет с каждым днем. 14. Страх. Страх перед новыми начинаниями. Львы склонны к консерватизму и могут бояться выйти за пределы своей зоны комфорта.
Любая новая задача или проект вызывает в них беспокойство, особенно если нет полной уверенности в успехе. Чтобы преодолеть этот страх, лев должен научиться видеть в каждом новом начинании возможность для личного роста. Кармический урок: каждый новый путь открывает дорогу к новым достижениям. Аффирмации, которые нужно использовать для этого: я готов к новым возможностям, каждое новое начинание приносит мне успех. 15. Страх. Страх не соответствовать ожиданиям. Львы часто чувствуют, что от них многого ждут, будь то в отношениях, карьере или в жизни в целом. Ожидания окружающих могут создавать сильное давление, заставляя льва беспокоиться о том, что он не сможет их оправдать. Астрология напоминает, что единственные ожидания, которые действительно имеют значение, это ваше собственное. Аффирмации, которые нужно использовать для этого: я живу в соответствии с моими собственными ожиданиями. Ожидания окружающих не определяют мою ценность. 16. Страх. Страх потери своей идентичности. Львы гордятся своей уникальностью и могут бояться потерять себя в рутине повседневности или в отношениях. Они жаждут выражать свою индивидуальность, и любая угроза их личной свободе вызывает страх. Чтобы преодолеть этот страх, льву важно напоминать себе, что истинная идентичность никогда не теряется, если он остается верным своим принципам. Аффирмации, которые нужно использовать для этого: моя уникальность всегда со мной, я остаюсь собой в любых обстоятельствах. 17. Страх. Страх старения. Львы привыкли быть сильными и красивыми, и мысль о том, что с возрастом они могут утратить свою привлекательность или силу, вызывает у них тревогу. Кармический урок: истинная красота – это внутренний свет, который не угасает с годами. Лев должен научиться принимать возраст как еще одну грань своей силы. Аффирмации, которые нужно использовать для этого: моя красота с годами только усиливается, возраст приносит мне мудрость и силу. 18. Страх. Страх потери свободы. Львы ценят свою независимость, и мысль о том, что они могут оказаться в зависимости от других людей или обстоятельств, вызывает у них страх. Кармический урок: настоящая свобода – это состояние ума, а не внешние обстоятельства. Лев должен научиться ощущать свободу, даже если внешние условия кажутся ограничивающими. Аффирмации, которые нужно использовать для этого: я свободен в любых обстоятельствах, моя свобода начинается с моего внутреннего мира. 19. Страх. Страх потерять цель в жизни. Львы – люди действия, они любят двигаться вперед и стремиться к достижению целей. Мысль о том, что они могут потерять смысл в жизни или перестать видеть направление, вызывает беспокойство. Однако, как учат планеты, все циклы жизни связаны, и даже периоды покоя важны для подготовки к новым целям. Кармический совет: дайте себе время для восстановления и вдохновения. Аффирмации, которые нужно использовать для этого: я всегда нахожу свою цель, даже в покое я двигаюсь к своим мечтам. 20. Страх. Страх предательства. Львы ценят верность и доверие в отношениях, и предательство может стать для них разрушительным ударом. Чтобы справиться с этим страхом, львы должны помнить, что предательство говорит больше о человеке, который предал, чем о самом льве. Кармический урок: каждая боль – это путь к новому пониманию себя и других. Аффирмации, которые нужно использовать для этого: я доверяю тем, кто достоин моего доверия, я отпускаю прошлое и выбираю путь верности и искренности. 21. Страх. Страх потерять лидерство. Львы любят быть лидерами, и мысль о том, что кто-то другой может занять их место, вызывает у них тревогу. Этот страх можно преодолеть, понимая, что истинное лидерство приходит изнутри и не зависит от внешних позиций. Аффирмации, которые нужно использовать для этого: я природный лидер, независимо от внешних обстоятельств, моя сила лидерства исходит из моей уверенности. 22. Страх. Страх потери стабильности. Львы стремятся к стабильности в жизни, и любая угроза этому может вызвать у них стресс. Однако планеты учат нас, что настоящая стабильность начинается с внутренней гармонии, а не с внешних факторов. Аффирмации, которые нужно использовать для этого: я нахожу стабильность внутри себя, моя жизнь гармонична и стабильна в любом состоянии. 23. Страх. Страх не оправдать свои амбиции.
Львы ставят перед собой высокие цели, и мысль о том, что они могут не достичь того, чего хотят, может усилить их беспокойство. Кармический урок. Амбиции должны питаться внутренней страстью, а не давлением. Аффирмации, которые нужно использовать для этого: мои амбиции идут рука об руку с моей страстью, я иду к своим целям уверенно и спокойно. 24. Страх. Страх оказаться в тени. Львы привыкли блистать, и мысль о том, что они могут быть на втором плане, вызывает у них беспокойство. Однако, как учат звезды, иногда нам нужно отступить, чтобы набраться сил для нового рывка. Аффирмации, которые нужно использовать для этого: я сиял в любое время, даже когда нахожусь в тени, каждый мой шаг ведет меня к новому свету. Львы – дети Солнца, и их главный источник силы – это их планетарный покровитель. Каждое солнечное затмение или сильное влияние Солнца, как, например, во время его нахождения в знаке Льва, дает им возможность избавиться от страхов и неуверенности. Льву нужно медитировать на восходе или закате, представляя, как свет Солнца разгоняет его внутренние страхи и наполняет его жизненной силой. Исполняйте следующий обряд. На закате, перед зеркалом, произносите аффирмации, такие как «Я – источник света и силы», «Мой страх рассеивается с лучами солнца». Луна, находясь в различных фазах, особенно в полнолуние, может усиливать эмоциональные страхи, такие как страх потерять близких или страх быть непризнанным. В эти периоды льву стоит проводить ритуалы очищения, используя свечи и воду, чтобы символически смывать накопленные тревоги. Исполняйте следующий обряд. На полнолуние зажгите белую свечу, напишите на бумаге свои страхи и сожгите ее, представляя, как страхи уходят в пламени. Каждому знаку зодиака соответствует свое числовое влияние. Для льва это число 1, символ лидерства, индивидуальности и силы воли. Льву важно понимать, что многие его страхи, особенно те, которые касаются признания и лидерства, связаны с кармическим долгом перед самим собой. Практикуйте медитации с числом 1, фокусируясь на своей уникальности и независимости. Повторяйте аффирмации: «Я единственный и уникальный, мой свет неизмерим». Львы часто боятся потерять то, что они ценят больше всего, будь то отношения, деньги или статус. Кармический закон напоминает, что бы ни происходило, все возвращается в новой форме. Чтобы освободиться от страха потерь, львы должны практиковать благодарность за то, что они уже имеют, и понимать, что каждая потеря – это возможность для роста. Исполняйте следующий обряд. Ежедневно ведите дневник благодарности, записывая 5 вещей, за которые вы благодарны. Когда Солнце Льва соединяется с другими планетами, такими как Венера или Марс, это усиливает энергию знака и дает возможность преодолеть страхи, связанные с отношениями или амбициями. В периоды таких соединений льву стоит фокусироваться на обретении внутреннего равновесия, проводя обряды для гармонизации личных энергий. Исполняйте следующий обряд. Зажгите 3 свечи, красную, зеленую и золотую, и медитируйте, представляя, как эти цвета вливаются в ваше тело, уравновешивая страхи и желания. Сатурн учит нас дисциплине и структуре, и его влияние на льва может вызывать страх перед возрастом и потерей статуса. Чтобы смягчить этот страх, льву нужно научиться планировать свою жизнь, принимая неизбежность изменений. Используйте кармическое понимание того, что каждое достижение требует времени и усилий. Исполняйте следующий обряд. Каждую неделю посвящайте время составлению списка долгосрочных целей и запишите шаги для их достижения. Меркурий ретроградный – время для размышлений и освобождения от страха неудачи. Львы могут переживать периоды сомнений и страха провала, особенно во время ретроградного Меркурия. Это отличное время для рефлексии и освобождения от устаревших мыслей и моделей поведения. Исполняйте следующий обряд. Напишите на бумаге все ваши страхи о неудачах, и затем в период ретроградного Меркурия проведите ритуал их отпущения, сжигая бумагу. Энергия Юпитера для преодоления страха ограничений. Львы иногда могут ощущать, что их возможности ограничены, что вызывает страх потерять свободу. Юпитер, планета расширения, помогает преодолеть этот страх, показывая, что возможности безграничны. Льву стоит использовать периоды активного влияния Юпитера, чтобы расширить свое сознание и взглянуть на свои страхи с иной точки зрения. Исполняйте следующий обряд.
По утрам на рассвете выходите на открытое пространство и визуализируйте, как энергия Юпитера наполняет вас новыми возможностями. Нумерология жизненного пути льва для борьбы с возрастными страхами. С возрастом львы могут начать бояться утратить свою энергию и привлекательность. Нумерология жизненного пути может помочь льву понять, что каждый возрастной период приносит свои дары. Например, число 9 в нумерологии символизирует завершение и духовную мудрость. Львы могут использовать числа, связанные с их жизненным путем, чтобы понять, как управлять своим возрастом и получать от него силу. Исполняйте следующий обряд. Определите свое жизненное число и медитируйте на его значение, особенно в периоды важных возрастных рубежей, полнолуния и освобождения от тревог через стихии природы. Львы могут использовать полнолуние как время для внутреннего очищения. Проводите ритуалы на природе, используя элементы огня и воды, чтобы отпустить старые страхи и наполниться энергией. Исполняйте следующий обряд. На полнолуние зажгите огонь, можно использовать свечу, и поставьте рядом чашу с водой. Напишите свои тревоги на бумаге, сожгите их и затем окуните пальцы в воду, визуализируя, как страхи уходят в прошлое. Уран, планета неожиданностей, часто приносит льву страх перед переменами, особенно возрастными. Однако Уран учит нас, что перемены неизбежны, и важно научиться их принимать. Львы должны тренировать гибкость и адаптивность, используя моменты неожиданных изменений для своего роста. Исполняйте следующий обряд. Создайте символический талисман перемен, который будете носить в периоды сильного влияния Урана, как напоминание о том, что перемены несут с собой новые возможности. Законы кармы и медитации для освобождения от старых травм. Страхи льва могут быть связаны с неразрешенными кармическими долгами из прошлого. Практикуйте кармическую медитацию, представляя, как вы освобождаетесь от старых кармических узлов, которые вызывают страхи в настоящем. Исполняйте следующий обряд. Зажгите фиолетовую свечу, символизирующую трансформацию, и медитируйте на прощение прошлых обид и освобождение от кармических долгов. Повторяйте аффирмации: «Я освобождаюсь от кармических узлов, мои страхи растворяются в свете». Львы, мы подошли к концу нашего путешествия, но впереди еще больше открытий. Если вы хотите продолжить раскрывать тайны своей натуры и астрологии, подписывайтесь на канал Астрология Мудрости. Поставьте лайк, чтобы поддержать наш проект, и оставьте комментарий, какие из страхов оказались для вас наиболее важными. И конечно, если это видео наберет 6000 лайков, я выпущу особый выпуск, где мы поговорим о том, как направить вашу огненную энергию на достижение богатства и успеха. Оставайтесь с нами, и звезды будут всегда на вашей стороне.